Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня мы с вами сравним два недорогих портретных объектива для системы микро 4 третьих. Это Olympus 45 мм f1.8 и Panasonic 42,5 мм f1.7. На Olympus 45 мм f1.8 я уже делал обзор, он уже давно есть на канале. Ну и вообще в прошлом я довольно много на этот объектив снимал. Может быть, там не какие-то великие божественные снимки, конечно, были в те стародавние времена. Но тем не менее, кое-какой опыт с этим объективом я уже имел и примерно представлял до этого видео, какие у него есть плюсы, какие минусы. Так что с этим попроще. А вот Panasonic я до этого ранее никогда не использовал, поэтому для меня он был загадкой, и я, так сказать, для себя делал какие-то открытия, когда его использовал. Ну и вообще мне было интересно посмотреть, как эти два объектива будут отличаться. Все-таки по цене они отличаются в 2 раза примерно. Ну, Panasonic дороже значительно, чем Olympus, хотя вроде как по ощущениям, когда их в руках держишь, какой-то большой особой разницы не ощущаешь и не понимаешь, с чего бы вдруг такие различия в цене. Возможно, где-то секрет там кроется в картинке, собственно, в качестве изображения и так далее. Сейчас мы во всем этом разберемся. Оба объектива мне предоставили мои подписчики и друзья. Ну, вообще, я считаю, что практически все мои подписчики – это, в общем-то, мои друзья, там, коллеги, товарищи и так далее. Ну, мы с вами, можно сказать, тут такое небольшое сообщество из себя представляем, мы можем общаться также, да, там, помимо того, что в комментариях под видео, там, да, какие-то вещи обсудить. Не забывайте, да, что комментарии, лайки и вот эта вот вся ерундистика, она вроде как для меня лично вообще ничего не значит, не похуй, сколько там лайков и комментариев, но для Ютуба это очень важно, ну, как бы не забываем, да, его ублажить немножко, ребят, если вам не трудно. Лайки, там, подписки, если еще вдруг почему-то не подписаны и так далее, жмякните на кнопочку. Вот. И также можно пообщаться у меня в телеграм-канале, ссылка также присутствует в описании, можно туда перейти и там на самые разные темы побеседовать. Ну да не будем отвлекаться от темы нашего ролика сегодняшнего. Для начала я хочу объективы эти, как обычно, в руках покрутить, вам показать, как они выглядят, что они из себя представляют, как изготовлены. Ну а дальше мы уже перейдем к разбору картинок подробному. Ну что ж, вот два объектива у меня в руках, и сразу видим мы, что Panasonic чуть крупнее, он и шире, и длиннее, получается, чем Olympus объектив. Вес у них, в общем-то, почти одинаковый. Так, по ощущениям практически не отличаются. Ну и по цифрам тоже, на самом деле. Olympus весит 116 граммов, а Panasonic весит 130 граммов. Ну, то есть, типа, разница минимальная. Там несколько граммов, она вообще несущественна. У обоих объективов металлическое байонетное крепление, что очень хорошо. Ну, конечно же, у обоих также нет влагозащиты никакой, что не очень хорошо. Но сделаны оба, в общем-то, из пластика. Дизайн только чуть-чуть отличается. А так, ну, нормальный, хороший, крепкий, качественный пластик. Это я не считаю минусом в данном случае. То есть, ну, они зато дешево стоят. При этом Олик написано, что сделан во Вьетнаме, а Panasonic написано, что сделан в Японии. Ну, опять же, да, по качеству тут разницы никакой нет. Ну, неважно, где у тебя находится завод, который изготавливал на текущий момент времени. У них у обоих диаметр светофильтра 37 мм, и нет никаких на корпусе органов управления, никаких кнопок, ну, кроме единственного колесика для ручной фокусировки. У обоих, конечно же, оно тоже пластиковое, и у обоих оно, ну, как полностью электронное, то есть оно крутится в любую сторону без какого-то прямого механического соединения. Если потрясти объективы, то Olympus, конечно же, звуков никаких не издает, а вот Panasonic слегка шебуршит. Не знаю, слышно на видео или нет. Но это потому, что как-то умудрились инженеры даже в него впихнуть оптический стабилизатор. Зачем он там, я, честно говоря, не знаю. Все-таки это портретный объектив, и вряд ли тебе как-то стабилизатор поможет избавиться от смазов, если человек шевелится. Ну и так как оба этих объектива, они являются портретниками по своему назначению, я недавно вот ради как раз теста взял оба этих стекла с разными тушками
и пошел, сделал множество фотографий каких-то лиц в примерно одинаковых условиях, ну, вообще, в принципе, постарался в одинаковых условиях, чтобы было действительно как сравнение нормальное, полноценное. Снимал на одном мероприятии, просто там модели были представлены, никакого смысла в этой съемке какого-то, знаете, там высокого не было, я просто фоткал лица моделей, чтобы посмотреть, что получится. Надеюсь, что сейчас под видео не набежит какая-то уйма шедевроискателей, блять, в тестовом каком-то ролике искать невероятные какие-то скрытые бриллианты, которые я, типа, блять, там где-то припрятал. Ребят, расслабьтесь, это просто технические снимки. Мы на них посмотрим и разберемся, все ли там хорошо, да, с оптическими свойствами объектива, а не с художественной составляющей этих картинок. Сразу же отмечу, что я использовал оба объектива на родных тушках. Соответственно, у меня Panasonic 42,5 мм использовался на Panasonic G9, а Olympus 45 мм f1.8 использовался на OM5. Ну, OM System это, в общем-то, Olympus, так что можно считать, что это родная тушка. Для того, чтобы они, в общем, показали наилучший перформанс, чтобы уж точно все было красиво, и у обеих камер, у этих, матрица на 20 мегапикселов, так что в разрешении тоже отличий здесь не будет. То есть, ну, я думаю, что сравнение вполне адекватное в таких условиях. Единственное, что еще требует небольшой оговорки, то, что баланс белого будет очень так солидно отличаться, но еще раз отмечаю, что мы сравниваем не тушки и не то, как они отработали баланс белого, а сравниваем именно то, как работают эти объективы. Поэтому расслабьтесь, не обращайте внимания на баланс белого. Я его просто не исправлял, потому что это тестовые снимки. Естественно, они должны быть, ну, такими, какие они и были, да, изначально, когда их просто щелкнул, чтобы мы могли реально посмотреть, что там и как. Ну, у Olympus чуть холоднее будет картинка по причине того, что я там убрал галочку «Сохранять теплые оттенки». И, наверное, пожалуй, зря. Надо было, наверное, ее все же оставить. Но хер с ним. Это, в общем-то, для нашего видео сегодняшнего не особо важно. Ну, и все снимки в этом обзоре, конечно же, делались на максимально открытой диафрагме. Ну, потому что только она, по сути, здесь, наверное, и интересна, может быть, у подобных объективов. Соответственно, у Panasonic это f1.7, у Olympus это f1.8. Итак, первый снимок. У Olympus отличная резкость, четкое вообще попадание в глаз модели, блестки там все на лице хорошо видны, то есть, ну, все в полнейшем порядке на этом снимке. Panas вроде бы тоже попал, в глаз все нормально, да, но картинка мягче. То есть она вся в целом мягче, то есть это, впрочем, не сильно, каких-то вот прям оптических трудностей у обоих объективов, ну, я здесь не наблюдаю. Второе фото с девочкой, у которой такая прикольная гетерохромия, ну, глаза разного цвета. Тут оба объектива попали тоже нормально, нигде на волосах нет хроматических аберраций. Единственное, что у Olympus ровнее резкость по полю кадра, и волосы, и блузка тоже резкие, не только лицо. А у Panasonic лицо, находящееся по центру, оно отлично, прям резкое, все хорошо с ним. А вот все остальное уже немножечко мульновато. Дальше я снял Дарину, модель, которую сам туда пригласил, снял у окна. До этого все фотографии были с худо-бедно, но выставленным каким-то светом. А вот здесь при таком вот использовании обычного совсем одичалого света, да, неприрученного, тут мы уже видим у Олика мягкие такие легкие циановые аберрации в волосах. И на крапинках также они заметны, которые на блузке. У Панаса картинка чутка помягче, опять же, да, но также у Панаса и все чисто с точки зрения хроматических аберраций. Здесь, ну, я, по крайней мере, нигде каких-то каемок ни в волосах, ни на крапинках не наблюдаю. На следующем снимке Олик снова незначительно резче, но при этом он поймал просто адовый какой-то блик от светодиодного источника. Ну, мы знаем, как Олик боится засветок, в принципе, да, если обзоры мой предыдущие смотрели на непосредственно Olympus, то знаете, да, что контровое освещение его немножко напрягает, у него там и контраст может потеряться при серьезной контре, да, против солнца, когда снимаешь, и вот всякие засветки могут образовываться с бликами. Это нам уже известно. А вот у Panasonic с этим оказался вообще полнейший порядок. Здесь все, ну, прекрасно, чисто, ну, опять же, да, чуть менее резко.
Далее модель с несколькими источниками света, которая стоит перед очень таким пестрым фоном. Олик опять фантастически резкий, Panasonic тоже хорош, но все же чуть помягче. Хотя, наверное, вот эта вот мягкость подобной съемки девчачьей может быть скорее плюсом. Небольшое смягчение Panasonic на максимально открытой, как по мне, способно скрадывать неровности кожи и какие-то мелкие недостатки, а это значит, что у вас будет меньше обработки на посте, собственно. Я уже сказал про засветки, и в отсутствии солнца в зимний период в Санкт-Петербурге, пришлось выкручиваться, поэтому я сфотографировал светильник с большим количеством диодных лампочек в упор. Вот тут линза Olympus обсирается по полной. И на самих лампочках, и на бликах полно хроматических аберраций. И сбоку поперла очень некрасивая фиолетовая засветка. Panasonic же выдал прекрасную чистую картинку. Прям отлично по нас держит контровой свет. Теперь давайте взглянем на то, какие кружочки у наших объективов образуются в боке. У Olympus они ровные и четкие, не появляется никаких там, знаете, каемок на краях у этих при этом кружочков. Они просто такие равномерно освещенные, и они не превращаются по краям в какие-то кошачьи зрачки. Такое часто бывает у разных объективов светосильных. Разве что не хватает немножко такой небольшой растушевки, слишком уж четкие эти кружки, но все, что не является кружками, зато такое достаточно мягкое. У Panasonic, на мой взгляд, менее приятное размытие. Вот эти кружочки, они неровные, их как-то плющит и корежит. И сама зона нерезкости, вся остальная, она такая чуть более дерганая. Еще сфотографировал бирюзовые бруньки, так называемые. И вот тут у Olympus уже такая появляется беда в пограничной зоне грипп. Куча мощных, заметных, очень-очень прям бросающихся в глаза циановых искажений. У Panasonic хроматические аберрации проконтролированы гораздо лучше, хотя они тоже имеются, но их прям не так много, они не такие прям страшненькие. И какие же выводы мы можем сделать вот из этого такого беглого сравнения? Очевидно, у Olympus картинка на открытой диафрагме сильно прям заметно ощущается, да, что она резче, чем у Panasonic, но при этом Olympus также обладает гораздо большим количеством хроматических аберраций на этой открытой диафрагме, и он очень сильно боится контровых засветок. А Panasonic 42,5 мм, в свою очередь, он чутко помягче на открытой диафрагме, но в то же время и контровые засветки не ловит, и у него нет такого уж прям обилия хроматических аберраций. Они, конечно, присутствуют, но прям очень незначительные. Объектив Panasonic, как я уже говорил, он стоит вдвое дороже, чем объектив Olympus. Я не могу сказать, что он выдает картинку при этом в 2 раза лучше. То есть он просто чутка получше, чем Olympus в общем и целом, да, как бы в среднем. Возможно, цена его продиктована тем, что в нем присутствует, на мой взгляд, довольно бесполезный оптический стабилизатор, потому что, нахрена оптический стабилизатор в объективе портретном с высокой светосилой мне не совсем непонятно, особенно при том, что сейчас у всех тушек, что у Olympus, что у Panasonic, стабилизатор на матрице есть и так. Так-то они примерно одного уровня объективы, простые, недорогие портретники, которые должны быть, наверное, в каждой системе. Вот у Micro 4 третьих вот такие вот они. Единственное такое прям отличие еще есть то, что у них немного разный угол обзора. У Olympus чуть поуже, получается там 90 миллиметров в эквиваленте, а у Panasonic там 85 мм в эквиваленте, но это тоже не сильно такое уж прям значительное отличие. А я считаю, что если ты вот прям хочешь заиметь какой-то копеечный объектив портретный на систему Micro 4 третьих и прям солидно сэкономить, то наилучшим выбором все же является, наверное, объектив Xiaomi 42,5 мм f1.8. На этот объектив я недавно делал обзор, и это оказался, на удивление, прям приятный объектив. Но он не идеален тоже, само собой, но за свои $75, которые он стоит, он кое-что неплохо исполняет. И размытие у него приятное, и хроматических аберраций довольно-таки мало, и вообще он такой довольно универсальный, потому что он еще может переключаться в макрорежим, и ты можешь макроснимки довольно приличного качества, там, с хорошей резкостью делать на него. Единственный там, наверное, серьезный косяк — это то, что у него нет, к сожалению, мануальной фокусировки. Там
колечко присутствует такое, да, с насечками, но оно декоративное. Вот Xiaomi как-то прикололись и угорнули на эту тему. Но я надеюсь, что это видео для вас окажется полезным, может быть, как-то познавательным каким-то. Ну, пишите в комментариях, если у вас был опыт использования этих объективов, там, да, какие у вас от них впечатления, делитесь своим мнением. Если вдруг до сих пор не подписаны, нажмите кнопку подписаться, поставьте лайк этому видосику. Я тут все-таки, да, старался перед Новым годом, записывал видос. Ну, а я в свою очередь желаю вам хороших снимков и до новых встреч.